Здорово, YouTube, Максим Густарев на связи, а это абсолютно новый, какой-то незаконный способ создания воистину бесшовных каруселей. Погнали, покажу, как это делать. Во-первых, Firefly внутри Photoshop позволяет вам быть по-настоящему рукожопым. И даже если вы сделали кадр с отношением сторон 2 к 3 в горизонтальной ориентации, который вы фиг засунете в пост Инстаграма, отрезали бедра, отрезали макушку головы, то Firefly без проблем с возможностью добавления нескольких вариантов генерации позволит вам просто-напросто это все дело продлить вполне реалистично. И кадр с соотношением сторон 2 к 3 спокойно превращается в кадр с соотношением 4 к 5, и потом вы спокойно можете засунуть этот кадр в бесшовную карусель. В данной фотосессии я решил выбрать заглавным кадром именно этот. Ну, вы понимаете почему. Быстренько накидал другие снимки, и галерея уже выглядит достаточно прикольно. На всякий случай напомню, свои сессии я публикую сериями и делаю это в заранее подготовленном файле размером 16 тысяч на 2000 точек. Об этом я уже говорил ранее, обязательно посмотри видосик по всплывашке, если не видел. И также ранее я вам рассказывал о том, как сделать бесшовный переход одной фотографии в другую, но сейчас с появлением Firefly генеративной заливки это выходит просто на какой-то абсолютно новый бомбезный уровень. Давайте мы сейчас уберем направляющие, они нам не нужны, чтобы они нас не отвлекали, и попробуем выделить через прямоугольное выделение стык между двумя снимками, нажать на Generative Fill, Generate и просто немножечко подождать. Бам! Шов полностью уходит, и опять же мы получаем просто мега офигенно реалистичный результат, который вы можете спокойно экстраполировать и на другие стыки. Я уже обработал эту серию, замазал каждый стык по прямоугольной маске, где-то я эти маски немножечко модифицировал, и опять же получилось очень реалистично. Firefly просто творит чудеса, те, которые раньше были недоступны, нужно было реально тратить уйму времени на ретушь. Сейчас это делается, опять же, в пару кликов, и на это практически не нужно тратить время. Если вы хотите достичь лучшего результата в генерации стыков, то постарайтесь сделать такие кадры, где в одном снимке ваша модель не будет откадрирована слева и справа, то есть модель будет помещаться в снимке целиком. К примеру, в этом кадре у меня у Инны отрезан локоть, но даже с такой сложностью Firefly спокойно справляется. Эта серия была сделана на объектив 50 мм f1.4 от TT Artisan Tilt с двигом. О нем я уже делаю полноценный обзор. И снимая на 50 мм, вы не будете испытывать проблем с генерацией заливки стыков, потому что практически все кадры будут сделаны у вас с одной высоты, и фон будет, приблизительно одинаково размыт. Другое дело, когда вы работаете с кадрами резкими по всей глубине резкости, когда у вас задний план имеет такую же хорошую детализацию, как и передний план. И вот здесь чуть-чуть сложнее, но также Photoshop элементарно со всем справляется. Эту заливку я реализовал с помощью всего лишь одной генерации. Также у нас есть 3 варианта. Наилучший вариант вы можете выбрать для себя. Лично мне понравился этот, хотя и второй здесь выглядит естественно, как будто этот угольный камень, он прям надвисает над светлым камнем. Это круто. Намного сложнее, когда вы работаете с более отрезанными частями тела. К примеру, с ногами здесь мне пришлось генерировать несколько вариантов. Сначала по небольшой маске я сгенерировал отдельно ноги до-после. Кстати, если вы просто попытаетесь залить это пустотой, Photoshop выдаст ошибку, ругаясь на цензуру. Но если вы напишете слово fit, то он спокойно ножки сгенерирует. И верхний стык я также замазал с помощью генеративной заливки по такой прямоугольной области. Здесь, конечно, пришлось поиграть с несколькими генерациями. В данном случае я сделал 2 генерации. Третий вариант из второй генерации мне понравился больше всего. Едем дальше. Здесь чуть более сложный случай. Если выбрать просто прямоугольную область и ее залить, то Photoshop, скорее всего, оставит этот шов. Он достаточно явный. Но ступенчато я все же смог завуалировать этот шов. По небольшой выделенной области снизу я сгенерировал ступню. Далее по треугольной, немного хаотичной такой области я сгенерировал переход из темного угля в светлые камни. И опять же, это произошло достаточно естественно. Можно посмотреть на варианты. 1, 2, 3. Ну, вот этот вариант мне показался прям максимально естественным. И при первой генерации он мне, кстати, отрезал немножечко пальчик, поэтому я его нарастил также по генерации и запросу button. Далее я также выбрал немного хаотичную область и залил стык и здесь. Очень круто то, что Firefly увидел здесь деревянную корягу и продлил ее на последующий снимок.
Ну а далее интересное. У нас есть Оксана, которая лежит на сломленном дереве, и следующий кадр — это уже общий план, где Оксана маленькая, и нам эти два кадра нужно, естественно, соединить друг с другом. Если мы выделим просто эти области и попытаемся их залить генеративной заливкой, то уже, в принципе, Photoshop сделает прикольный вариант. Он представил, как будто это обрыв, и она стоит на большом камне, и здесь этот камень очень хорошо интегрируется в расфокус. Получается такой макрокадр. Сейчас генерация у меня, кстати, сработала хорошо, но на самом деле мой изначальный вариант был следующим. По прямоугольной области я залил небольшой кусочек, далее выбрал пространство сверху и залил его, потом более хаотичной областью с захватом шва залил нижнюю часть, проработал пустоту под деревом и немножечко модифицировал камень. И в результате у меня получился также очень естественный стык. В данном случае камень у нас плавно переходит в расфокус. Здесь тоже интересный стык, который генерируется за один запрос по абсолютно простой прямоугольной маске. Так как текстуры приблизительно одинаковые, да, они разных яркостей, но контекст одинаковый. И здесь генерация работает просто отлично. До, после, до, после. Ну и у нас парочка портретов, в которых также с легкостью можно завуалировать шов генеративной заливкой. Вот вам еще один элементарнейший способ, как использовать Firefly. Вы можете юзать его спокойно для генерации бесшовных каруселей. Делается это просто в 2 счета. Да, понятное дело, иногда достаточно сложно сгенерировать естественный реалистичный переход, но опять же, можно всегда найти обходные пути, немножечко частями, краями, небольшими областями генерировать бесшовность, которая в результате перетечет в полностью бесшовную генеративную заливку. Этот PSD-файл, разобранный на слои со съемкой с Оксаной, вы можете скачать у меня в телеграм-канале, ссылка будет в описании. И если тебе понравились фоточки с Инной, обязательно заходи ко мне на Boosty и Patreon, ведь туда я уже дропнул полный бэкстейдж с нашей съемки и плюс разобранные на слои PSD-файлы с обработкой, в том числе и эта бесшовная карусель. Ну а также не забудь поставить лайк этому видео и подписаться на канал. И до новых встреч, пока!